Должен, наверное, вас огорчить, но буду говорить не от имени Государственной Думы, хотя бы потому, что там я работаю в комитете по просвещению, а это все-таки, хотя и основа всего дальнейшего, но от этой основы до всего дальнейшего еще очень далеко. Но как человек с дипломом инженер-теплофизик, с более чем 20-летним опытом работы программистом, причем в те времена, когда это была еще довольно экзотическая профессия, с опытом более чем 30 лет политической и экономической публицистики, попробую высказать свое личное мнение. И начну с того, что полный технологический суверенитет сейчас неосуществим ни для одной страны. Еще в конце 70-х группа западноевропейских экономистов показала, что если население на рынке, куда выпускается новая разработка, слишком мало, то эта разработка заведомо не окупится. Причем, чем дальше развивается техника, тем больше нужно население, грубо говоря, потому что все, что можно было придумать сравнительно дешево, уже придумали. По их оценке, на тот момент для большинства более-менее массовых технологий минимальное нужное население было в западноевропейских условиях порядка 300 миллионов человек. У меня ушло немало времени на то, чтобы восстановить логику исследования, поскольку до его текста так и не докопался, знаю о нем только по новостям. Если я правильно эту логику восстановил, то сейчас для большинства важных технологий в тех же западноевропейских условиях нужно население порядка 400 миллионов человек, но нынешнее население Европейского Союза значительно больше. В тогдашних советских условиях требовалось примерно 250 миллионов, ну а на момент этой публикации население России, тогда называвшийся Союз Советских Социалистических Республик, было ощутимо больше. То есть у нас не было проблем с окупаемостью новых разработок. Сейчас у нас этот порог снизился примерно до 200 миллионов, поскольку оплата разработчиков в среднем упала относительно оплаты производителей, но ни один из осколков России, в том числе и Российская Федерация, такого населения не имеет. И, кстати, когда мы начали строить единое экономическое пространство, из этого пространства тут же выломали Украину, превратив ее в террористическую организацию, чтобы не позволить нам окупать наши собственные разработки. Были и другие причины, но это и достаточно. Кстати, это касается не всех технологий. Вот тут обсуждали технологии, связанные с микроэлектроникой. Так скажем, всего нынешнего населения мира достаточно для того, чтобы окупать фактически всего 2 разработчиков процессоров для персональных компьютеров. Кстати, еще недавно на этом рынке успешно работали 5 или 6 разработчиков, точно не помню, но по мере усложнения разработки часть из них ушла в другие приложения. А это все означает, что мы не можем рассчитывать на
чисто рыночную окупаемость наших разработок на нашем внутреннем рынке, и у нас есть, соответственно, два выхода. Первый – это переводить ключевые разработки в статус оборонных, поскольку там другая система финансирования и другое представление об окупаемости. И второе – это создавать достаточно большие рынки, куда мы могли бы экспортировать продукцию и таким образом окупать ее. Но надо сразу же сказать, что на многих направлениях деятельности наши условия настолько специфичны, что мы на этих направлениях не можем производить изделия в равной мере пригодные для нас и для экспорта. То есть тут надо либо разрабатывать модификации, либо позиционировать это как изделие для специальных обстоятельств, например, конечно, полностью наших природных условий больше ни у кого нет, но по некоторым параметрам к нам сейчас, пожалуй, ближе всего находятся некоторые регионы Китая, Ирана, Южной Африки и, пожалуй, Аргентины. То есть это те рынки, на которые мы можем ориентироваться для экспорта. Ну и, кроме того, нам надо максимально удешевлять свои разработки. А для этой цели, в частности, восстановить практически уничтоженную тоталитарной сектой либералы систему прикладной науки, то есть перевода вопросов науки на язык практики, то есть вопросов практики на язык науки, извините, оговорился, и ответов науки на язык практики. И чем активнее мы будем восстанавливать вот эту систему прикладной науки, тем меньше у нас будут средние затраты на одну разработку, а значит, легче будет эти разработки окупать, и сфера технологического суверенитета у нас расширится. Но еще раз повторю, абсолютным технологическим суверенитетом сейчас в принципе не может обладать ни одно государство, а значит, нам надо добиваться и технологического суверенитета там, где это возможно, и эффективного партнерства на всех остальных направлениях.